от пациента. Контроль. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 42 лет. Дата исследования – 30 января 2026 года. Область исследования – головной мозг. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, до 14 мм с обеих сторон. Третий желудочек до 4 мм. И четвертый желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,32. В правом бокового желудочка киста сосудистого сплетения размером 18 на 13 на 11 мм. В левом 20 на 14 на 13 мм. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Высота гипофиза 5 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Субкортикально, пара- и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются немногочисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер очаги размерами до 3-4 мм без перифокального отека, более вероятно дисциркуляторного характера. Расширены периваскулярные пространства Вирхова-Робина. Краниоспинальный переход без особенностей. Данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования. В правой гайморовой пазухе скопление неоднородного содержимого, отек слизистой оболочки. В левой киста 36 на 21 на 39 мм, минимальный отек слизистой оболочки. Отек слизистой оболочки воздухоносных ячеек решетчатой кости. При МР-ангиографии артерий головного мозга передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии справа и слева симметричные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Основная артерия образована слиянием двух позвоночных артерий. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм, артериовенозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. При МР-ангиографии вен головного мозга, выполненной в режиме 3D PSMRA венограмм, поперечные венозные синусы минимально асимметричны. S больше D. В остальном вены и синусы головного мозга обычные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Аневризм, артериовенозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. Заключение. МР-картина немногочисленных очагов глиоза вещества головного мозга, смешанной гидроцефалии, кист сосудистых сплетений боковых желудочков, асимметрии поперечных венозных синусов, S больше D, полисинусита, кисты левой гайморовой пазухи. МР-архив не представлен, динамику не оценить. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. 20 августа 2024 года, кандидат медицинских наук, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должен оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Чего-то угрожающего жизни в голове нет, но есть признаки наличия кист боковых желудочков мозга, единичных очагов глиоза вещества мозга, проявлений смешанной гидроцефалии. Все это может давать дискомфорт в голове, головные боли. Вам нужно к неврологу.